Австралийская пустыня не признает человека мерой вещей. Здесь невозможно сказать «далеко» или «близко». Здесь нет привычных масштабов, есть только достаточно и недостаточно. Воды, сил, времени. Все остальное не имеет значения. Человек, пришедший сюда впервые, почти всегда делает одну и ту же ошибку. Он думает, что если идти прямо, то куда-нибудь да придешь. Пустыня не работает так. Она не любит прямых линий. Она любит повторения, изгибы, возвращения. Верблюды это знают, они не выбирают путь. Они вспоминают его. Для коренных народов Австралии прошлое никогда не исчезало. Оно не превращалось в историю. Оно продолжало присутствовать. Когда старейшины говорили о предках, они не указывали назад во времени. Они указывали вокруг. Предки были в камнях, в ветре, в редких источниках воды. Они не наблюдали за живыми. Они жили вместе с ними. Земля не принадлежала никому. И потому не могла быть потеряна. Когда европейцы начали измерять Австралию, они не понимали, что делают не просто карты. Они стирают другой способ существования. Песни заменялись линиями. Линии – границами. Границы – собственностью. Пустыня терпела. Европейцы считали центр Австралии пустым, потому что он не был похож на Европу. Там, где не было рек, они видели отсутствие жизни. Там, где не было лесов, они видели бесполезность. Там, где земля не давала урожай, они видели ошибку природы. Но на самом деле пустыня была отстроенной системой, просто без излишков. Она не демонстрировала богатства, она его прятала. Любая ошибка здесь стоила слишком дорого. Колонизация началась с неправильного вопроса. Не как здесь жить, а как это изменить. Многие экспедиции вглубь континента не оставили после себя ничего. Ни телефона, ни могил, ни точек на карте. Они исчезали так, будто никогда не существовали. Это пугало больше всего. Империя привыкла оставлять след, даже в поражении. Австралия не оставляла ничего. Тогда было решено. Вместо борьбы – адаптация. Верблюд не был завезен как завоеватель. Он был завезен как посредник между человеком и средой. Он не ломал пустыню. Он позволял человеку идти рядом с ней чуть дольше. Когда первые караваны прошли туда, где раньше люди умирали, это восприняли как победу. Но на самом деле это была отсрочка. Любая отсрочка создает иллюзию контроля. Погонщики были необходимы, но неудобны. Они знали слишком много. Они жили иначе. Они не вписывались в образ новой Австралии. Когда верблюды стали ненужными, вместе с ними исчезли и люди, которые умели с ними работать. Их вклад остался в инфраструктуре, но не в памяти. Это был первый момент, когда история повернула не туда. Телеграф сделал Австралию современной. Но сделал ее такой через верблюдов. Каждый столб, каждая линия, каждая точка связи была оплачена шагами животных. Но техника всегда забывает тех, кто сделал ее возможной. Когда работа была закончена, прошлое оказалось лишним. Отпустить верблюдов означало признать, они больше не нужны. Это решение не сопровождалось анализом. Оно не предполагало будущего. Оно было удобным здесь и сейчас. Никто не задал вопрос, а что будет потом? Верблюды. Животные с памятью. Первое поколение еще знало человека. Второе знало только стадо. Третье знало только пустыню. Именно с третьего поколения началась новая реальность. Животные больше не возвращались. Они перестали искать контакт. Они перестали быть чьими-то. Они стали частью системы. В Австралии все определяется водой. Где есть вода, есть жизнь. Где ее нет, все временно. Верблюды чувствуют влагу за километры. Человек строил насосы, не понимая, что делает их ориентирами. Верблюды приходили не к фермам, они приходили к воде. Разрушения были следствием, а не целью. Фермеры не уезжали сразу. Они надеялись, чинили, переносили насосы, укрепляли заборы. Каждый год давал все меньше шансов. Каждый визит стада отнимал кусок будущего. Пустыня возвращала себе территорию без войны. Экологи видели не верблюдов, они видели следы. Пятна деградации,
линии эрозии, исчезающие виды растений. Цифры складывались в картину, от которой нельзя было отмахнуться. Но именно такие картины труднее всего объяснить политикам. Катастрофа без даты не считается катастрофой. Когда государство наконец отреагировало, вариантов уже не было. Любое мягкое решение требовало времени, которого не осталось. Любое жесткое решение вызывало протесты. Это была цена решений, принятых десятилетиями раньше. С воздуха пустыня выглядит иначе. Стада кажутся точками, разрушения – абстрактными, жизнь – статистикой. Это облегчает принятие решений и делает их необратимыми. Пилоты, стрелки, координаторы не чувствовали себя палачами, они чувствовали себя последним барьером. Последней попыткой остановить процесс, запущенный задолго до них. Но ни один из них не чувствовал победы. Городские протесты были громкими. Пустыня была тише. Люди спорили о морали, не понимая масштаба. О выборе, которого уже не существовало. Рынок не смог адаптироваться. Расстояние, климат, инфраструктура – все оказалось сильнее бизнес-планов. Верблюды остались нерентабельными даже как ресурс. Для коренных народов верблюды стали символом повторения. Сначала пришли чужие. Потом остались последствия, потом началось исправление за счет слабых. История не изменилась. Изменились только роли. Верблюжонок, идущий за матерью, не знал ни одной из этих историй. Он не знал слова «ошибка», не знал слова «контроль», не знал слова «человек». Он знал путь. Этого было достаточно. Когда стало ясно, что верблюды – не временная проблема, ученые столкнулись с неожиданной трудностью. Карты перестали совпадать с реальностью. Карты растительности устаревали быстрее, чем их печатали. Маршруты миграции менялись каждые несколько лет. Точки воды, отмеченные как стабильные, исчезали. Пустыня перестала быть фоном. Она стала динамичной системой, в которой главным фактором движения были стада. Некоторые исследователи признавались неофициально. Мы больше не понимаем, как выглядит центр Австралии целиком. Верблюды не были единственными, кто страдал. Исчезали мелкие сумчатые. Менялось поведение кенгуру. Хищники теряли привычную добычу. Экосистема не рушилась сразу, она перекраивалась. Некоторые виды адаптировались. Другие исчезали тихо, без новостей и протестов. Так выглядит настоящая экологическая катастрофа. Без одного громкого взрыва. Без точки, где можно сказать «вот здесь все сломалось». Инженеры начали понимать, каждый насос – это маяк. Верблюды приходили не потому, что хотели разрушить. Они приходили потому, что человек изменил ландшафт сигналов. Раньше вода была распределена редко и хаотично. Теперь она стала концентрированной и предсказуемой. Человек сам переписал навигацию пустыни. Сыновья фермеров росли уже с пониманием, что земля временная. Они не строили капитальных домов, не сажали долгоживущие культуры, не планировали на десятилетия. Их хозяйства были мобильными, как лагеря. Это была не аграрная жизнь, это была жизнь на отступлении. Обсуждались идеи стерилизации, ограждений на сотни километров, переселения, создания резерваций. Каждая идея ломалась о масштаб. Австралия слишком большая, верблюды слишком мобильные, деньги слишком конечные. Документы писались годами. За это время популяция росла, деградация расширялась. Решения устаревали еще до утверждения. Экология плохо вписывается в политические циклы. Катастрофа не ждет выборов. Были и те, кто просто исчез из статистики. Фермеры, продавшие землю за бесценок. Рабочие, уехавшие в города. Семьи, распавшиеся из-за постоянных переездов. Об этом не снимали фильмов. Но именно так пустыня расширяется. Не через смерть, а через уход. Новое поколение австралийцев выросло с верблюдами, как с частью пейзажа. Они не воспринимали их как чужаков. Не воспринимали как катастрофу. Они просто были. И это, возможно, самый важный момент истории. Катастрофа стала обычной. Некоторые ученые уходили из темы. Не потому, что не верили в важность, а потому, что не видели выхода. Исследовать процесс, который нельзя остановить – тяжелое занятие.
Общество оказалось в ловушке. Убивать – плохо. Не убивать – еще хуже. Любое решение имело жертвы. Вопрос был только какие? Верблюд, как символ эпохи, постепенно верблюд перестал быть просто животным. Он стал символом колониальной самоуверенности, символом отложенных последствий.